Всем привет, с вами Марк. У меня появился новый микрофон и новая видеокарта, потому что предыдущая видеокарта сдохла. И это как раз является причиной, по которой меня с вами долго не было. Так вот, тема ролика – топ-5 фишек Sony Xperia 1 Mark III по части камеры. Я хотел бы перед тем, как мы начнем, задать вам один вопрос. Вот мы все смотрим фотки в Инстаграме, на Фликере и в прочих ресурсах. Мы потом их все зумим до 300% и думаем, ой, какая классная детализация. А что еще важно в фотографии? Я бы предложил вам подумать о том, насколько удобно снимать на тот аппарат, который у вас есть. Удобен ли он? Потому что от этого зависит то, насколько вы уверенно сможете получать стабильные, предсказуемые результаты. Давайте начнем. Первое, за что следует похвалить Sony, особенно те люди заметят, которые пользовались предыдущими флагманами Sony, это нормальный HDR-режим в камере по умолчанию, в супер авторежиме. В самом обычном режиме, которым будут пользоваться все подряд. Смотрите, вы наводите на темный участок какой-нибудь, и вот теперь с солнцем, видите, засвечено, раз, два, три, появился HDR. Убираем с неба, засвечено, раз, два, три, появился. То есть вы сразу на экране видите результат работы HDR. Не все знают, как это работает. Я вам сейчас наглядно это продемонстрирую. Смотрите. Сначала камера делает недосвеченный снимок, чтобы взять информацию в ярких участках. Потом обычный снимок, чтобы получить информацию в среднеосвещенных участках. И потом пересвеченный снимок. Камера делает 3 снимка, объединяет их воедино и получается что-то среднее. Вот так. Отлично. Это очень здорово и хорошо, что Sony сделали это именно таким образом. Вторая вещь, за которую хотелось бы похвалить Sony отдельно, так это за то, что они сделали в супер авторежиме возможным снимать с серийкой, с автофокусом по глазам. Раньше для этого приходилось использовать ProPhoto. Не все хотят использовать этот режим, и это понятно. Наконец-то Sony прислушалась к своим покупателям и разрешили снимать с серийкой с автофокусом по глазам в основном в супер авторежиме. У нас здесь доступно, значит, 20 кадров в секунду, оно называется высокая скорость. И низкая скорость доступна на всех модулях. То есть телевик второе положение, телевик первое положение и ширик. На всех этих модулях доступно слежение и серийка. Это замечательно. Третья вещь, за которую я бы хотел похвалить Sony, так это за стабилизацию. Посмотрите, я просто иду, сейчас включим запись. Я не стараюсь мягко идти, колени не подгибаю. Стабилизация просто превосходная. Панирование. Очень хорошая стабилизация. Также нужно здесь сказать вот что. Давайте остановим съемку. Смотрите внимательно на видоискатель. Видите? Фото, видео. Фото, видео. Для того, чтобы у нас такая стабилизация была возможной, телефон отрезает края и использует эти края для того, чтобы компенсировать тряску. На самом деле никакой магии нет, просто нужно адекватно использовать площадь сенсора. Но это все равно похвально. Стабилизация очень хорошая, причем на всех модулях. Ширик. А также телевик. Небольшая тряска есть из-за оптической стабилизации, потому что она трясется. Но если идти мягко, можно снимать даже на телевик. И второе положение телевика. За что еще следует похвалить Sony, так это за возможность снимать в HDR в стандартном приложении камеры. Смотрите, как у нас сразу хорошо прорисовано небо. У нас и тучки есть, информация в тенях, и все очень хорошо видно. Вот у нас HDR, все очень контрастно, выжжены буквально у нас идут тени, все черное и небо пережженное. А так у нас отличная красивая картинка. Здесь также нужно пояснить, что HDR-видео снимается в 24 кадрах в секунду. Это не то же самое, что HDR-фото. HDR-фото, как я говорил до этого, снимается склейкой из 3 кадров.
Sony снимает HDR-видео в HLG. На русских это расшифровывается как гибридные логовые гаммы. Ноги у этого термина растут из взрослых камер. Если вы снимали когда-нибудь на профессиональные камеры, вы знаете, что там есть F-log, H-log и прочие логарифмические гаммы для того, чтобы картинка была нормальной по динамическому диапазону. И пятая вещь, за которую хотелось бы похвалить Sony, так это за то, что они основательно подготовили телефон даже для тех, кто его использует для серьезной съемки, предметной. Допустим, вам нужно снимать одежду или ткань. Вы находитесь на производстве, и вам нужно снять какую-то бумажку, у которой должен быть цвет именно таким, каким он должен быть. Вы можете зайти и сделать своих 3 предустановки баланса белого. Все знаем, когда у нас светят теплые светильники, все выглядит желтым. И когда у нас светит холодный свет, все выглядит слегка голубым. Так вы можете сделать свои собственные предустановки и корректировать в соответствии с вашими требованиями. Либо вручную вот таким образом, либо автоматически. Вот у нас здесь есть кнопка Set. Наводите на белое пятно, нажимаете Set, и у вас автоматически будет использоваться. То есть сейчас у меня все нормально, но бывает необходимость снять в плохом освещении с правильным цветом. И здорово, что Sony дает вам эту возможность практически как на профессиональных фотоаппаратах. Итак, что вы думаете по этому поводу? Смогли Sony или не смогли улучшить пользовательский опыт? Было ли бы вам удобно снимать на вот этот телефон? Или все-таки лучше Huawei, на который снимать, мне кажется, не так удобно, зато там получаются более детализованные фотки. На самом деле, вопрос риторический, потому что я очень долго снимал на старую Xperia через сторонний софт, там такие костыли, чтобы просто выжать детализацию. Да, неудобно, но когда хочется детальку, припирает. В общем, увидимся в следующем ролике, и на сегодня все.